Всем привет! Вот перед вами три стартера. Стартера автомобильные. Первый стартер русский, написано русскими буквами. Сделано в СССР, где-то конец 70-х, начало 80-х годов. Второй стартер тоже русский, но уже здесь написано Made in USSR английскими буквами. Данный стартер где-то конец 80-х, начало 90-х годов. Ну и третий стартер это немецкий, где-то 90-х годов, конец 90-х, начало 2000-х. В этом видео посмотрим, какая у них конструкция, с чего они состоят, как разбираются, какие они металлы содержат и какая разница между ними. И в окончательном результате посмотрим, сколько можно получить денежек за каждый стартер отдельно. Я думаю, это будет интересно и мне, и вам. Ну что, погнали! Пожалуй, разборку начнем с самого старого стартера. Вот даже написано, сделано в СССР. Вау, что видел данный стартер, я аж представляю. Какой ржавый щеточный механизм, офигеть. Медик. Медная шайбочка. Вот втягивающее реле, сама катушка, вот сам поршенек. Ну что, разбираем дальше. Алюминчик. Вот сам бензикс. Вот бензикс. Ну и внутри остался сам якорь и статор, и щеточный механизм. Смотрим, как тут что разбирается. Алюминчик. Вот в самом старом советском стартере какой щеточный механизм. А сам якорь в статоре так заклинивший, не могу выбить. Вау, какой якорек большой в советском стартере. И вот сам статор. Как видим, статор не магнитный, а с катушками. Содержит всего 4 катушки. Эти болты открутить уже нереально, так сказать, или тут заклепки, даже точно не знаю. А здесь катушки, это медь. Буду доставать вот таким принципом. Вот так можно вынять медь из статора, от стартера, у которого статор не магнитный, а есть медные катушки. Если не откручиваются вот эти болтики. Ну вот, вычистили корпус от щеточного механизма. А это алюминий. Первый раз вижу в жизни, что стоят не углевые, а медные щетки. Вот это чистая медь. Офигеть. Итак, осталось нам разобрать якорь и втягивающее реле, катушку, с нее выбрать медь. Ну что, разбираем? А вот сама катушечка и медик. Разобрали полностью первый стартер. Осталось только выбрать медь из якоря. А теперь разбираем следующий стартер. Итак, у нас следующий стартер. Вот такой
конструкции. Вот так выглядит. Ну что, разбираем. Вот как выглядит щеточный механизм внутри. Здесь тоже, как видим, сам статор не магнитный. Тоже есть катушки медь. Вот щеточный механизм. Бензикс. И вот сам какой якорек. Вот само втягивающее реле. Вот как оно выглядит. Как видим, само втягивающее реле в принципе похоже, но немножко другой конструкции, чем на первом стартере. И разбирается уже очень, так скажем, тяжело. Все заклепано. А вот сама катушечка. Вот эта часть, где установлен щеточный механизм и алюминиевый корпус, освобождается от металлических деталек таким же самым принципом, как и первый стартер. Здесь щетки уже, как видим, не из меди, а обыкновенные стандартные углевые. В принципе, здесь все разобрали, осталось только якорь разобрать. И плюс из статора медь выбирается также по принципу, как мы выбирали из первого стартера. Что? Разбираем следующий. И остался самый современный, последний стартер. Ну что, разбираем. Итак, вот наше втягивающее реле. Поршенек. И вот наш статор в самом современном стартере. И как видим, здесь уже нету обмоток медных, а просто стоят магниты. Вот какой щеточный механизм. И вот сам какой якорь. Вот сам бензикс и редуктор. Ну что, разбираем втягивающее реле. Вот корпус, вот сама катушечка. Итак, в принципе, все разобрали. Смотрим, что у нас получилось. Вот как выглядят в разобранном виде все три стартера. Сколько металла с первого стартера, алюминия, меди и кусочек латуни. И еще чуть-чуть осталось меди в самом якоре. Вот во втором стартере это все металл. Вот кусочек только алюминия, кусочек латуни. И вот сама медь. Вот какие были катушки в самом статоре. И, естественно, вот якорь. Только осталось выбрать медь. И третий наш стартер, самый современный. Вот это все металл. Это алюминий кусочек. Это меди. И вот якорек. Только осталось выбрать медь. И вот сколько латуни. Вот самый старый стартер. И вот сколько с его статора меди. Какая кучка. Медик хороший. Вот второй статор второго стартера. Тоже очень старого, русского. Вот сколько меди было в статоре. И вот самый современный стартер, европейский, так скажем, меди 0. Там стоят уже магниты в этом статоре. Вот сколько меди содержало каждая по отдельности втягивающее реле. Вот сколько меди было в самом старом стартере, плюс 2 болтика медные. Вот во втором стартере, но чуть-чуть посовременней. Вот сколько меди и 2 болтика медные. Вот самый современный стартер, втягивающее реле. Вот сколько было меди, болтики были металлические. Вот сколько было алюминия в самом старом
стартере, потом во втором стартере. Вот только кусочек алюминия. И самого современного стартера вот корпус алюминия. Вот какая разница между якорями. Первый стартер, второй стартер и третий стартер. Самый старый, самый современный. Вот от первого стартера якорь, самого старого. Вот сколько меди. И вот пластиночек, целая куча медных с коллектора. Второй стартер тоже советский. Вот сколько меди. И вот сколько пластиночек с коллектора якоря. Вот самый современный стартер. Вот якорь от него. И вот сколько было в нем меди. Очень толстая проволока и достаточно тоже немало меди. Как извлечь медь из якоря, ротора или статора? Кому интересно, можете посмотреть у меня на канале видео. Я там все показываю. Итак, смотрим, сколько черного металла было в самом старом стартере. Как видим, 6 килограмм 400 грамм. Итак, смотрим, сколько черного металла было во втором стартере. Как видим, 3 килограмма 900. Смотрим, сколько тяжелого металла было в самом современном стартере. Как видим, 2 килограмма 700. Данные весы у меня многотоннажные. И они 1 килограмма не покажут. Поэтому я свешу сначала вот эту металлическую болванку, а потом свешу вместе с болванкой алюминий и медь. И та разница, которая будет в весе, это и будет вес меди или алюминия. Итак, смотрим, сколько было алюминия в первом стартере. Как видим, 5 килограмм 900. Значит, алюминия было кило 100. Смотрим, сколько во втором стартере было алюминия. Во втором старте алюминия было всего лишь 100 грамм. Смотрим, сколько было алюминия в третьем стартере. А в третьем стартере алюминия было 500 грамм. Теперь смотрим, сколько было меди в первом стартере. Как видим, в первом стартере меди было килограмм 400. Теперь смотрим, сколько меди было во втором стартере. Как видим, меди во втором стартере было кило 100. Теперь смотрим, сколько было меди в третьем стартере, в самом современном. Как видим, в самом современном стартере третьем было 400 грамм меди. Теперь каждый индивидуально в своем регионе может посчитать по своим ценам, сколько можно получить денежек, если эти стартера сдать по отдельности, рассортировавшие металлы на металлоскупку. И сколько это получится денежек. Ну, как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.